Перевод. Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самые сокровенные знания и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий». So this 9th chapter, sometimes Prabhupada said that it's the most important chapter. 9 глава Прабхупада называл ее самой важной главой. It's the center of the Bhagavad Gita, 18 chapters. Потому что это центр Бхагавад-гиты, который состоит из 18 глав. And these middle 6 chapters are considered the most important. И вот эти средние 6 глав, 7 по 12, они считаются самыми важными. And 10th chapter is also important. It has the nutshell verses. И 10 глава тоже важна, потому что мне есть 4 шлоки Шримад Бхагаватам, 4 самые важные стиха. So the first point is we have to give up envy. И самое первое, о чем здесь говорится, это то, что нужно избавиться от зависти. So sometimes envy is very subtle. We don't realize we're envious. И иногда зависть настолько тонкая, что мы сами не осознаем, что мы кому-то завидуем. But if we like to see others in trouble, that's not a good sign. Но плохой знак, если мы хотим видеть, чтобы другие страдали, чтобы у них были проблемы. So that may be very subtle in our heart. If we see somebody we don't like so much and they're stumbling, then we think, yes, that's right. И это может быть очень тонко в глубине нашего сердца, когда мы видим, что кто-то, он испытывает какие-то проблемы в своей духовной жизни, он тормозится, и мы радуемся этому. The Lord, nobody can cheat Krishna. Но никто не может обмануть Кришну. Generally, we become envious because we think somebody is getting away with something, and we want to point it out. Иногда мы завидуем тогда, когда мы видим, что кто-то от чего-то избавляется, и мы хотим на это указать. But we don't have to point it out. Krishna sees everything. Но мы забываем о том, что Кришна видит все. Therefore, we should be non-envious. Поэтому завидовать не надо. But it's difficult because everybody else is envious. Но это трудно, потому что все друг другу завидуют. So we tend to reciprocate the way people reciprocate with us. И у нас есть тенденция отвечать взаимностью на то, как люди ведут себя по отношению к нам. But we should see if they're envious with us, at us, that's their problem. Но мы должны видеть, что если они нам завидуют, это их проблема. We don't have to be the agent of punishment. Мы не должны быть инструментом в руках наказания их. The punishment will come in due course. Их накажут в течение времени. So we should just go on with our devotional service in a happy mood. И поэтому нужно нам продолжать просто совершать преданное служение в счастливом настроении. Because it's a fact, Krishna is arranging everything for us to come to Him. И это факт, что Кришна организует все для нас, чтобы мы могли вернуться к Нему. So then rather being angry with somebody, we can think, oh, in the last life I may have done something to this person, now they're retaliating. И вместо того, чтобы гневаться на кого-то за то, что тот сделал по отношению к нам, мы должны думать о том, что в прошлой жизни, скорее всего, я причинил ему боль, и сейчас он просто отвечает мне взаимностью. Because how can Krishna give us knowledge if we're envious of Him? Иначе как Кришна может дать нам знания, если мы ему завидуем? So that was Arjuna's qualification. Такова была квалификация Арджуны. He was never envious of Krishna. Он никогда не завидовал Кришне. Sometimes they were mixing like friends, but he was always respectful to Krishna. И иногда они общались как друзья, но он всегда сохранял уважение к Кришне. He never thought to hurt him in some way. Он никогда не думал о том, что причинит Кришне какую-то боль. Whereas the Kurus, headed by Dhritarashtra, they didn't like Krishna because they thought he was on the against them. Но другие, такие как Dhritarashtra и его сыновья, они всегда думали плохо о Кришне, потому что считали, что он является их врагом. Dhritarashtra was too much in favor of his own sons. А Dhritarashtra очень сильно благоволил своим собственным сыновьям. Therefore, he took pleasure in depriving the Pandavas of their rightful share of the kingdom. Поэтому ему очень нравилось, когда ему очень понравилось, когда пандавов лишили их законного права на царство. Even Krishna went to them, tried to make peace, but Duryodhana wouldn't agree. Сам Кришна пришел к ним, чтобы устроить перемирие, но они не согласились на это. So this is the difference between the Pandavas and the Kurus. И в этом разница между пандавами и Куру. The one family side, they were envious of Krishna, the others they weren't.
одна сторона семьи завидовала Кришне, а другая нет. Because if they're envious of Krishna's pure devotee, like Arjuna, that means they're also envious of Krishna. Потому что если кто-то завидует чистому преданному Кришне, такому как Арджуне, это автоматически означает, что он завидует и Кришне. Therefore, we have to be careful when we're dealing with devotees. This is the first offense. Поэтому надо быть очень осторожными в том, как мы ведем себя по отношению к преданным, потому что это первое оскорбление святого имени. Because Krishna may tolerate on his own account. Потому что Кришна может стерпеть что-то, что совершили по отношению к нему самому. Like he did with Shishupal. Как он сделал это с Шишупалой? Shishupal, you can say, insulted Krishna 99 times. Шишупала, он мог оскорблять Кришну до 99 раз. But the 100th time he didn't tolerate. Но 100-й раз Кришна уже не потерпел. But that also he could have tolerated, but he saw that the Pandavas were going to fight. И он мог стерпеть и 100-е оскорбление, но он увидел то, что пандавы сейчас вступят в битву. And this was at the yagya by Yudhisthira had been formed. Yeah. Они начали сражаться с Шишупалой, а это было во время яги, которую проводил Махараджа Юдхистхира, Раджасую ягью. So Krishna didn't want to see violence there that would spoil the yagya. И Кришна не хотел видеть, не хотел допустить того, чтобы на этой яге было какое-то насилие, которое осквернило бы эту ягью. So then with his Sudarshan chakra he cut off Shishupal's head. И поэтому своей Сударшани чакрой Кришна отрубил голову Шишупале. Jai Sudarsakra. Вся слава Сударшани чакре Господа Кришны. So again, because if we just at that time when somebody maybe you can say unnecessarily or troubling us, we should just think that somehow this is Krishna's arrangement. If I can tolerate, then it will pass quickly. И поэтому, если мы видим, что кто-то, как нам кажется, без нужды приносит нам беспокойство, мы должны видеть, что это все устроено Кришной, и просто терпеть это, и тогда мы сможем очень быстро все преодолеть это. Так как мы будем стараться быть преданным, то Кришна нас защитит. И тогда мы сможем избавиться от зависти. Но тем не менее, она очень глубоко укоренилась в нашем сердце. Прабхупада сказал, что если вы видите кого-то, кто полностью свободен от зависти, то такому человеку нужно поклоняться. Как есть бенгальская поговорка, где говорится, что в какую деревню вы не пришли бы, вы везде найдете кого-то, у кого есть зависть. И это то же самое в каждом доме, на всей планете Земля. Потому что это именно то, ради чего мы пришли сюда. Мы из-за ложного эго хотели поставить самих себя в центр. Но Кришна уже находится в этом центре. Поэтому мы хотим Кришну выбросить оттуда из центра. И вот это называется зависть. Комментарий Шрилы Прабхупады. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. The hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. Quote, the message of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Lord are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован Шримад Бхагаватам. Цитата. «Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе Его преданных». Их смысл никогда не откроется тому, кто обращается с мирскими философами или учеными-теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт. That was the thing that attracted us so much to Prabhupada. He was full of knowledge, but you could see it was a realized knowledge. Именно это так сильно привлекло всех нас к Шриле Прабхупаде. Мы видели, что он был полон знания, но его знание было реализованным знанием. It wasn't something that he heard or read in a book and then kept a note of it. No, it was something that he had assimilated, and he was speaking from his heart.
Это не было что-то, что он прочитал в какой-то книжке и у себя записал в тетрадку. Нет, это было знание, которое он услышал, принял в свое сердце и сохранил там это. Nothing mundane about it. Усвоил его. Это не было что-то мирского. Because it was coming from his realization. Потому что это исходило из его духовного опыта. Шрила Прабхупада ки. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality of the sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Преданный постоянно служит Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, практикующий сознание Кришны. Знает, насколько он искренен, и дает ему разум, необходимый для того, чтобы он мог постичь науку о Кришне, общаясь с преданными. Беседы о Кришне обладают огромным... Опять Прабхупада, он указывает на важность искренности. Right source, and we've already done that, and then sincerely understand what's being taught. Все, что нам нужно сделать, это найти истинный источник знания. И если мы уже сделали это, то искренне понять то, что нам хотят передать. So you're all doing that process right now. И вы сейчас уже совершаете этот процесс. Sitting very peacefully and hearing Srila Prabhupada's words. Очень миротворенно сидите и слушайте слова Шрилы Прабхупады. Hearing Krishna's words. Слушайте слова Кришны. So this is the process. Таков процесс. But we have to do it regularly. Но его нужно совершать регулярно. And then all the doubts will be removed. И тогда все сомнения уйдут. Gita says, for the doubting soul, there is no happiness in this life or the next. Бхагавад-гита говорит, что для сомневающейся души нету счастья ни в этом мире, ни в следующем. So you've all come to the right place, but we have to do it regularly. Итак, вы все пришли в правильное место, но это нужно делать регулярно. And it's not some imposition. If there's a sincere question, then you're invited to present that. Это не что-то, что вам навязывается. Если у вас есть какие-то искренние вопросы, вы можете задавать их. We're not looking for blind followers. Нам не нужны слепые последователи. We're looking for thoughtful people who can understand this science. Нам нужны глубокомысленные люди, которые могут понять эту науку. And then be able to repeat it to others. И затем, кто сможет потом передать ее другим. Prabhupada expected us to preach. Прабхупада ожидал, что мы будем проповедовать. I had personal experience in the early days. Prabhupada asked some devotees after class to stand up and speak a few words about Krishna. Я помню, как в самые ранние годы нашего движения Прабхупада, он поднимал, бывало, преданного, который сидит на лекции, и просил, чтобы тот спонтанно сказал что-то о Кришне. So devotees were doing that. И преданные это делали. And Prabhupada called on one devotee. He said, "Oh, Prabhupada, no, I'm not qualified to speak." И затем Прабхупада вызвал одного преданного, тот начал говорить, что Прабхупада, я не достоин говорить. So I saw that Prabhupada was noticeably disturbed. И я заметил то, что Прабхупада, он, видимо, был обеспокоен этим. Why you can't speak something? Почему ты не можешь что-то сказать? That means you haven't heard it properly. Значит, то, что ты не выслушал правильным образом. Because the subject is very simple. Потому что тема очень простая. So if we hear, then we can repeat. И если мы услышали это, мы сможем передать. We don't have to add or subtract. И не нужно что-то добавлять или убавлять. Prabhupada has given Bhagavad Gita as it is. Прабхупада дал нам Бхагавад-гиту, как она есть. And we all should understand it and then give it to others. И мы все должны понять ее и передать другим. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancements towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to the higher and higher elevations of his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already discussed. Беседа о Кришне обладает огромной силой воздействия. И если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в 9 главе Бхагавад-гиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book, and the second and third chapters, the spiritual knowledge described, is called confidential.
Начало Бхагавад-гиты, 1 глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во 2 и 3 главах рассказывается о духовном знании, которое называют сокровенным. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment and Krishna consciousness, they are called more confidential. Темы, обсуждаемые в 7 и 8 главах, непосредственно связаны с преданным служением. И поскольку они проливают свет на свет сознания Кришны, их называют еще более сокровенной частью духовного знания. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. Однако 9 глава Бхагавад-гиты рассказывает о беспримесном, чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one has a sincere desire to render devotional loving service to the Lord, is situated in the confidential state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in this way is a liberated person. В Бхакти-расамрита Синдху сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавад-гиты тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. So this is the only qualification. И это единственная квалификация. We have to have a sincere desire to render service to Lord. У нас должно быть искреннее желание служить Верховному Господу. And Prabhupada has made that easy by giving us this big institution, so everyone can render service to ISKCON. И Прабхупада облегчил нам это дело, дав нам эту организацию, так, чтобы каждый мог совершать в рамках этой организации какое-то служение. We can serve with our words. Мы можем служить своими словами, We can serve with our time. Использовать на это свое время, We can serve with our money. Использовать свои деньги. So it's easy to serve this institution. И поэтому в этой организации проще служить. And then that'll count as pure devotional service. И затем мы можем подняться до уровня чистого преданного служения. Don't think, oh, I did something and it wasn't recognized, or now the management changed and the money I gave has been spoiled or something like that. Не думайте, что если мы что-то сделали, то никто это не заметил, не отметил, и если поменялось руководство, то и оно как-то неправильно использовало деньги, которые я вложил, то эти деньги ушли впустую. Just to enlighten or illustrate this point, once there was a devotee, he was not initiated, but he was like a friend of Krishna's. Как есть одна история, в которой рассказывается, что был преданный, который он не был преданным, он был просто другом Кришны. He was a businessman and well situated in society. Он был бизнесменом, который занимал очень высокое положение в обществе. And they were on in the Hawaiian Islands. И он жил на островах Гавайи. So when Prabhupada came, this person came to give complaint to Prabhupada. И когда Прабхупада приехал, то этот человек пришел жаловаться Шри Прабхупаде. He told Prabhupada, I gave $10,000 to the temple president for developing the temple, but he took that money and left Krishna consciousness. И он сказал то, что я отдал президенту храма $10 000 на то, чтобы тот развивал храм, но тот взял эти деньги и ушел от сознания Кришны. Why are you laughing? Почему вы смеетесь? Anyway, these things are going on. Ну, так иначе, такие вещи происходят. But what did Prabhupada say? А что же сказал Прабхупада? He said, don't worry, Он you сказал, won't be implicated in someone else's karma. не переживай, чужая карма на себя не повлияет. You gave money to the right source, right person. Now what happens to it after the money is given, that's the karma of that person. That'll be noted. Not that you'll get the full credit. И он сказал то, что ты отдал деньги в нужное место, нужному человеку, и то, как этот человек использует эти деньги, тебя уже не касается. То есть его карма, она его карма. На тебя это не повлияет. Ты получишь все заслуги за то, что ты отдал эти деньги.
Now, this first verse has specific significance. The words idam gyanam, this knowledge, refers to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshiping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам гьянам» — это знание, относятся к чистому преданному служению, состоящему из 9 видов деятельности: слушания, повторения, памятования, служения, поклонения, вознесения молитв, выполнение приказаний Господа, дружбы с Ним и полное вручение себя Ему. Занимаясь этими видами преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. So an intelligent person can realize or understand that Prabhupada's words here are realized words. He's not speculating about something. И разумный человек, он может понять то, что те слова, которые здесь пишет Шрила Прабхупада, это реализованные слова. Он не придумывает что-то. By sincerely practicing these 9 different items, we'll come to the liberated state. Что искренне практикуя эти 9 аспектов, 9 методов преданного служения, мы можем подняться до уровня освобождения. Прабхупада может говорить такие слова с полной убежденностью, потому что он сам находился на этой стадии освобождения. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand the science of Krishna. Simply in understanding that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritualization, but one should recognize the difference between the activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, человек обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо — дух, а не материя. Это может стать началом пути духовного самосознания. Но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего, что он не тело. Опять-таки слова, которые говорится с уровня осознания. Поэтому комментарии Шрилы Прабхупады, они так же хороши, как шастры. Они не имеют никаких недостатков. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, His different energies, the inferior and superior nature, and all this material manifestation. Now in chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. В 7 главе мы уже говорили о величии проявлений Верховного Господа, о Его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе, и материальном космосе в целом. 9 же глава описывает величие самого Господа. The Sanskrit word anusuyave in this verse is very significant. Generally, the commenters, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. The commentaries given by the devotees of the Lord are bona fide. Весьма примечательно и употребленное в данном стихе слово «анусуэвэ». Люди, берущиеся комментировать Бхагавад-гиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, верховной личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагавад-гиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господа. Анусуеве означает независтливый. Преданные не завидуют Господу. Мы стараемся стать преданными. When we're chanting the Lord's name with feeling, then there can't be any envy there at the same time. И в чем могущество процесса повторения Святого Имени? Это то, что когда мы повторяем Святые Имена искренне, с чувством, то тогда в нашем сердце не может быть зависти по отношению к Господу. Although we've been envious of Krishna since time immemorial, now by the mercy of Lord Chaitanya, this Goloka Premadana Harinama Sankirtan. Но, может быть, мы с незапамятных времен, много жизней, завидовали Кришне, но по милости Господа Чайтаньи мы соприкасаемся с этим движением Галакера Премадхана Харинама Санкиртана,
движение, которое пришло из духовного мира. And so we have a little taste for it, then the envy will very quickly go away. И поэтому, если у нас есть хотя бы небольшой вкус к этому, то зависть очень быстро уйдет. This is the special mercy of Lord Chaitanya. Это особая милость Господа Чайтаньи. We can free our heart from any envy of Krishna. Мы можем очистить свое сердце от всей зависти Кришне. And see that he's worth being worshipped. И мы сможем видеть, что Кришна достоин того, что ему поклонялись. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. Such commentators should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагавад-гиты, то есть дать людям сокровенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная его, просто глупец. Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна — это верховная личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. So Krishna wants to help us, but we have to give up our envy of him and his devotees. Итак, Кришна хочет нам помочь. Нам нужно отбросить свою зависть по отношению к Нему и к Его преданным. Just like in one sense, Duryodhana didn't have a quarrel with Krishna. Как в каком-то смысле Дурьодана, он не ссорился с Кришной. But because he was envious of Arjuna and Yudhisthira, therefore Krishna couldn't tolerate. Но поскольку он завидовал Юдхиштире и Арджуне, то Кришна не смог этого терпеть. Therefore, the first offense we know. Итак, мы знаем это было первое оскорбление. Когда мы живем с преданными, надо быть очень осторожным, чтобы избегать совершения этого оскорбления. Есть ли какие-то вопросы? Владимир Прабhu. Преданные повторяют уже несколько лет Святое Имя, и она, тем не менее, продолжает нарушать регулирующие принципы. Как и помочь, что посоветует ей, чтобы от этого избавиться? There is one devotee who is been chanting Hare Krishna for more than 3 years, and still she is breaking regulated principles. What could you advise her how to avoid breaking regulated principles? Yeah, you have to come in the kirtan and hear the class regularly. Нужно регулярно приходить на киртан и слушать лекции. Then you get a higher taste. Тогда вы получите высший вкус. Like we're dancing, boys and girls, practically next to each other. Как мы танцуем, парни и девушки. Because we have a better thing. Парни и девушки буквально друг дружку лицом танцуют, но никто не испытывает вожделения, потому что у нас есть высший вкус. In ordinary discotheque, it won't be possible. На обычной дискотеке это было бы просто невозможно. The girl is thinking, oh, he's so nice. Девушки подумали, о, он такой крутой. And the boy is combing his hair. А парень там свои волосы причесывает, там, да, укладывает там причесочку. Надеется, что девушка его заметит. Как это чудо просто, то, что мы сами испытали больше, чем 1,5 часа. So if this person he regularly attends the kirtan and the class, then gradually he'll give up the breaking principles. He'll see that this is like poison. И если эта девушка, она будет регулярно приходить на киртаны и слушать лекции, то она сможет с легкостью соблюдать регулирующие принципы. Она сможет увидеть то, что нарушение принципов это подобно яду. Ordinary person, they won't drink poison. Обычные люди, нормальные, не будут же пить яд. So we have to become at least intelligent enough to see that breaking these principles just causes me suffering. И поэтому нужно стать достаточно разумным, чтобы видеть, что, нарушая регулирующие принципы, мы навлекаем на себя страдания. И параллельно с этим нужно получать высший вкус.
И в киртане можно очень легко получить этот высший вкус. So nice kirtan tonight. Сегодня вечером был такой хороший киртан. You're very fortunate you have this Chaitanya Nitai here. Нам очень сильно повезло, что у нас есть такие преданные, как Чайтанья Нитай. Can I take him back with me to America? А можно я заберу его у вас к себе в Америку? You have to take whole temple. Все. Давайте всех в Америку. Поехали, а? So any questions? Ладно. Есть ли вопросы какие-то? Даже. Давайте попробуем разобраться. Есть Кришна в духовном мире, он сюда приходит в форме святого имени. Есть Вайшнавы, да? Мы принимаем прибежище Вайшнавов, чтобы Кришна обратил на нас внимание. Какой Кришна нас обращает внимание? Который в форме святого имени или который там в духовном мире? Он же там занят играми своими, да? Да? И что второй вопрос? И как проявляется то, что Кришна в какой-то из этих форм пролил на свою милость, да? Okay, we have Krishna in the spiritual world who is engaged in his pastimes. Then we know that in Kali Yuga, Krishna manifests here in the form of his holy name. And in order to get Krishna's attention, Krishna's mercy, we have to approach Vaishnavas. So the question is, which form of Krishna reciprocates to us? In the form of the spiritual world or in the form of the holy name? And the second question is... No, they're not different. How to understand that Krishna reciprocated to us? There's some mysteries there. Chinta Beda Beda Tatra. Ну, это все большая-большая тайна. Называется Ачинца Пхеда Беда Татва. Они не отличны друг от друга. We can't understand because we still have impurities in our heart. И мы не можем это понять, потому что в нашем сердце все еще остаются какие-то грязные We вещи. hear from authority, like Rupa Goswami, that Krishna and his name are not different. And within the name of Krishna, there also is the form of Krishna, the activities of Krishna are all there within the name. Если мы будем слушать из авторитетного источника, как, например, то мы все поймем, как Рупа Госвами, например, говорит, что есть святое имя Кришны, и есть Он Сам, и эти две формы Господа не отличны. И более того, в святом имени, святое имя содержит в себе форму Кришны, Его качество и Его трансцендентные игры. So can we understand that now? Можем ли мы сейчас это понять? Krishna's form, do you see it in his name? Форму Кришны, которая там где-то в имени проявляется. No, right? Можем понять? Нет. But it's there. Но оно там есть. His activities are there. И там деяния Кришны в So святом we имени. have to take it on faith and then continue the chanting and it'll be revealed to us. Поэтому нам нужно принять это на веру и продолжать воспевать, и тогда это все нам проявится. Second part of the question. How we can understand that we got the mercy of Krishna in one of those two forms? How can we understand what? Can you answer it? Yeah. You want me to answer it? Yeah, yes, you understand. Can I understand that we obtained mercy of Krishna? How can we understand we've obtained the mercy? Yeah, from one of those two forms, holy name and. Yeah. Anyway, they're not different. So we can understand we get the mercy of Krishna. The first understanding will be that we'll lose attraction for material pleasures. Как понять, что мы получили милость Кришны в одной из этих двух форм, которые не отличны, это то, что мы утрачиваем, первый признак, мы утрачиваем привязанность к материальным вещам. That'll be by the mercy of Lord Nityananda. Это произойдет по милости Господа Нитьянанды. We want to approach Lord Chaitanya and Krishna, we have to go through Lord Nityananda. Если мы хотим обратиться к Господу Кришне, Господу Чайтанье, нужно делать это через Господа Нитьянанду. Шрила Прабхупада is the Shaktavesha avatar coming from Lord Nityananda. И Шрила Прабхупада — это Шактивеша аватара, который исходит, который пришел от Господа So Нитьянанды. if we please Srila Prabhupada, then
we can give up this sense gratification. Если Шрила Прабхупада будет доволен нами, тогда мы сможем оставить наслаждение чувств. Next question. Еще какой-то вопрос? Mataji. Да, пожалуйста. Если мы хотим обрести такой же духовный опыт, как у великих предков, если хотим пережить что-то, что они пережили, это является завистью? Является ли завистью, когда мы хотим получить такой же самый опыт, который был у великих преданных? Да? We can see that some great devotee, they had some very great experience of relationship with Krishna. If we want to get the same experience, would it be, will it be the manifestation of envy, of our envy to those devotees? If we want to get there, I don't understand the We want to question. get the same experience as they had. No, that's okay. We won't get the exact same, but we'll have to also pass the test. Но нет, это нормально, мы можем хотеть иметь такой же самый опыт, но для этого нужно пройти через те же самые испытания, Everyone will have their own test. и каждый будет испытан. And then when you pass the test, you'll get the mercy. И затем, когда вы пройдете это испытание, вы получите милость. Maya will test us. You want me or you want Krishna? Майя будет проверять нас, кого вы хотите. Вы хотите меня, Майю, или хотите Кришну. So everyone has to pass that test. И поэтому каждому придется пройти через это Therefore, испытание. we shouldn't be envious of anyone. Поэтому никому не нужно завидовать. If they are more advanced than us, that means they passed the test. Если они более старше, чем мы, это означает то, что мы прошли уже что они прошли это испытание. And we should get mercy from them. И нужно пытаться получить милость от них. They can help us pass the test also. И они могут помочь нам тоже пройти это испытание. Next question. Еще вопрос? Okay, we'll stop here. Кто там был? Поднимите руку, пожалуйста. Кто? Скажите погромче только. В чем заключается процесс постижения науки о Кришне? What the process of understanding the science of Krishna consists of? What are the components of the process of understanding science of Krishna? Prabhupada just went through it in the purport. Ну, Прабхупада только что перечислил это все в своем First, we have to комментарии. understand we're not this body. Первое — это понять, что мы не тело. Then we have to understand in the 7th and 8th chapter, what did he say about the... What did Prabhupada say? About the importance, about the Krishna and his greatness. Yeah. And then the 9th chapter is the next day. Yeah? Yeah. So 7th and 8th was what again? Here it is. Specifically related to devotional service. И в 7-8 главе, вот как Прабхупада говорит, нужно понять величие Верховного Господа. А 9 глава, она в особенности она описывает процесс преданного служения Господу. So gradually we'll make progress if we're sincere. И постепенно, если мы искренне будем прогрессировать, If we're sincere to take the process, если мы искренне в том, чтобы принимать этот процесс, then everything will follow. все остальное приложится. But if we're not sincere, then nobody can help us. Но если мы не искренне, то никто не сможет нам помочь. One more? Еще один вопрос. Yes. Да, пожалуйста, там. In the back. Да, матушка, там сзади. Да, вы. Несмотря на все знания, ведические авторитеты, ты все-таки сомневаешься, что этот путь Как быть, если, несмотря на то, что есть такое знание, есть такие авторитетные преданные, мы сомневаемся, что это истинный процесс? How to be if we, despite that we You can speak in the microphone. Okay, how to be if we see that despite all this knowledge and all those great devotees, we have doubts that this is bona fide process. Then they should go to their guru. Ну тогда нужно пойти к своему гуру. Prabhupada could remove all your doubts. Прабхупада может рассеять все ваши сомнения. That's the duty of a guru. И в этом обязанность гуру. If you don't have a guru, then you may not. It's difficult. И если у вас гуру нету, то это может быть, да, действительно But guru сложно. means that we accept that he knows better than me what's good for me. Но принятие гуру означает то, что мы принимаем то, что он лучше знает, что хорошо для меня, чем я сам. If we don't have that faith, then we shouldn't take a guru. Если у нас такой веры нету, то не нужно принимать гуру. We should have faith that he's our well-wisher and he'll help me
remove all these doubts. У нас должна быть вера, то, что Он желает нам добра, и Он поможет нам освободиться от всех этих сомнений. Then it's easy. И тогда это будет просто. What is your doubt? И в чем ваше сомнение-то? I'm not your guru. Maybe I can help them. Я не ваш гуру, но, может быть, я смогу помочь ему. Sadhu also, yes. Да, и также садху могут помочь. Sadhu cuts with his words. Садху, он буквально рубит своими словами. He cuts away the illusion. Он разрубает оковы иллюзии, Like the surgeon cuts away the cancer. как хирург, который вырезает рак. So what's the doubt? И в чем сомнение у вас? Это такой вопрос. I don't have faith that this is the she has doubt that this process is bona fide. She doesn't have a doubt. She does have doubt. She has Well, doubt. then our recommendation is that you take it sincerely for some time, and Krishna will remove that doubt. И наша рекомендация это то, что вы можете попробовать искренне принять его на какое-то время, и тогда Кришна, он рассеет эти сомнения. Beginning with rising early every morning, taking a bath, and chanting Hare Krishna. Начиная с того, что вы рано вставайте, совершаете омовение и повторяйте Харе Кришна. And associating with devotees whenever possible, И когда есть возможность, общайтесь с преданными. and then gradually the doubts will be removed. И тогда постепенно все эти сомнения уйдут. Okay.